Это морда. Так, вот такие сазаны попадались. Мы сейчас Попался. Десятка тут, наверное. ловится и руками. Сам попробовал, смотри. Нафига я удочки брал? Ух, ничего себе. Эй, какие. Хорошая. Вот это рыбалка, ребята! Но давайте обо всем по порядку. Я приехал в город Сызрань, это мой родной городок, такая небольшая провинция в Самарской области, который сам город находится на реке Волга, река Сызранка, где прошло мое детство и юность. Вот это Сызранский Кремль, здесь сама вот Сызранка, и она впадает в самую красивую реку Волга. А сзади меня находится два моста на Монгору. В общем, там я поймал самую крупную рыбу, сама на 85 килограмм. Это было очень эпично. А чуть дальше, вы видите, находится мужской монастырь, где я в детстве сдавал туда рыбу. Ну, это было как бы помощь тем, кто там служит, проходит службу. И на этом я объявляю старт новым приключениям в одно из самых рыбных мест России. Я думаю, видео будет очень интересное. Здесь будет огромное количество рыбы, новые друзья, новые знакомства, новые приключения. Я думаю, будет интересно мне и обязательно вам. Вы встретитесь с моим новым другом, с которым я поеду на рыбалку. Это придаст некую эпичность и экстрим. Но я думаю, все получится. Итак, это первая серия. Начинаем. В Сызрани находится единственное вертолетное училище. И вот здесь вот такие вот машины летают. И охот бы научиться летать, а на таком. Класс. Так, пишет примерно 8 часов ехать. Не знаю, не уверен, что будет 8. Плюс заправки, остановки и так далее. Ну ладно. Еду до Волгограда, 680 километров. Погнали. Нива снаряжена полностью, но как бы место есть еще в запасе. Обратно, конечно, будет тяжелее, потому что вот эти вот термоконтейнеры все будут загружены рыбой. Она весит довольно-таки много. Вот, все. Регистратор отрабатывает. В общем, сейчас первые, я думаю, 100 километров будет все утрясаться. Вот я уже застегнул замки, а то они дребезжали. Поскрипывает немножко пеноплекс сзади, то есть надо сейчас будет, ну, я думаю, на первой заправке все это подкорректирую, чтобы мое перемещение было более комфортно. Вот он, мой родной город, в котором я прожил все детство, юность. По нему сейчас передвигаюсь, легкое волнение и еще вот ностальгия. Фух. Далее будет Саратов, где тоже в юности меня связывала моя будущая работа. Ну, то есть классно, классно. И еще предвкушение вот этой поездки, которая останется в памяти навсегда. Я надеюсь, и вам тоже это понравится. А пока буду перемещаться, постараюсь ответить на какие-то ваши вопросы. Погнали! Ну что, друзья, за 4 часа я преодолел 300 километров. Нахожусь в районе Саратова. Ну, как говорится, вышел посмотреть, как садятся самолеты в районе Саратова. Вот, и заодно перекусить, размяться. Сейчас заправился. В общем, что я хочу сказать. Думал, что будет сложнее, что я устану, сиденья там неудобные. Не знаю, нормально. Пока что нормально. В общем, продолжаю двигаться дальше. Вот такую красивую полянку занял. Вот сейчас здесь немножко разомнусь и двину дальше на Волгоград.
общем, все утряслось, перестало все это гремыхать и так далее. Все стало нормально. Вот, видимо, нормально утряслось, в общем. Обратно будет, конечно, сложнее все загрузить, но ничего, нормально. Не сказал бы я, что дорога там чересчур сложная или чересчур простая. Требует, конечно, навыков, привычки, передвижения по трассам. Вот, но ничего, нормально, нормально. Ехать можно. Надо двигать дальше. Вот, кстати, сейчас покажу вам. Военная служба меня научила все планировать, грамотно писать. Расстояние, время, маршрут, поворотные, где, когда буду, сколько расход и так далее. В общем, здесь много чего написано у меня, блокнот, в общем, веду. Вот. Ну и вот такая вот обстановка, зарядка, музычка, палочки, чтобы перекусить, и все. Вперед! Друзья, ну что, преодолено 1000 километров. Где-то там садится солнце. Да, я, получается, проехал уже в Волгоград. Вот, решил не останавливаться там. Что-то себя так хорошо чувствую. Нива тоже в порядке. И поэтому я решил ехать дальше и сегодня преодолеть все 1200 километров и прибыть в Астрахань, чтобы завтра уже поехать на раскатную часть, и уже начнется основной процесс рыбалки, знакомство с новыми людьми и так далее. Кстати, сейчас пока еду, чувствуется уже все больше и больше появляется зелени, становится теплее. Всякие, знаете, такие названия там: шашлык, лагман, там кишурма, башурма, в общем, Вася. Короче, нормальное настроение такое южное тоже появляется, все в порядке. Кстати, многие просили прокомментировать события, которые сейчас происходят в мире. Мой комментарий всегда был и, в принципе, до последних событий такой, что канал о рыбалке. И здесь я показываю вот этот вот процесс рыболовный, где люди разных возрастов, национальностей, взглядов, политических, неполитических, но мы все общаемся, делимся чем-то новым, своими секретами, знаниями и так далее, информацией. И это общение позволяет нам вместе находиться в общем таком деле рыболовном, которое дарит жизни интерес и какое-то, знаете, такое внутреннее счастье, удовольствие от процесса жизни. Поэтому я считаю, что нужно жить, нужно радоваться и нужно жить дружно. Несмотря на всякие невзгоды, конфликты, всегда нужно находить общий язык, заниматься рыбалкой, общаться. Поэтому национальность никак не влияет. И в этом видео я вас познакомлю с одним очень замечательным человеком, который, в принципе, организует, я думаю, весь мой досуг и видео. И я думаю, будет очень интересно. Ну что, я перекусываю и еду дальше в Астрахань. Да, спасибо маме, что не дает мне умереть голодной смертью. В общем, здесь суп еще горячий, потому что это все было в термосе в горячем. Вот у меня макарошки, котлетки. Вещь. Булочка и хлеб. Все, перекусываем, пьем чай. Едем дальше. Как все-таки после зимы непривычно видеть зелень. Это вообще что-то с чем-то. И насекомых. Очень много появилось насекомых. Какие-то вот просыпаются. Но именно раскатная часть Астрахани считается наиболее богатой именно животными, растениями. Я думаю, что эмоции будут просто от этой поездки прям не передать. Но у меня есть чем вас удивить. Я приготовился. Надеюсь, вам понравится. Сибирь умеет удивлять. Какая-то маленькая пчелка села, прилетела. Еще не проснется. Видимо, только откуда-то вылезла. Так, ну что, двигаем дальше. На Астрахань. Астрахань ждет. Сейчас поедем по темну. Фары протер.
И я думаю, где-то в Астрахани надо будет гостиницу найти, там переночевать. Фух, 1000 километров на Ниве. Это что-то с чем-то. Осталось чуть-чуть. Поехали. Так, свет. Телефон, погнали. И музычку погромче. Так, друзья, включение с Астрахани. В общем, приехал я в гостиницу вчера поздно ночью, ну, даже вечером, наверное, в 10 часов. И сейчас готовлюсь к отъезду на рынок, сразу же поедем потом в Дельту Волги, и там начнется основная часть, основное мероприятие. Пока появился Wi-Fi и сеть, я немножко подзаряжаю там батарейки, пауэрбанки и прочее, а также смонтировал видео, которое вы увидите перед роликами про Астрахань, тут про лодки. Мы с Женей там кое-что вам полезное рассказали. В общем, жизнь такая блогерская. Постоянный монтаж, постоянно что-то придумываешь, оставляешь на потом, вставляешь. В общем, чтобы вам было интересно, а главное полезно. Все, собираюсь, докупаю сейчас продукты, еще которые остались. И погнали. Ну что, вот она, Астрахань, Волга. Ну, нормальный городишко такой, зеленый уже весь. Друзья, ну что, прокатился я по Астрахани, очень красивый город, ну как не побывать на набережной, я не мог такого себе простить, и в общем заехал, погулял, очень здорово. Всюду магазинчики, всякие ларьки с продажей рыболовных товаров, я надеюсь, я приготовился достаточно хорошо и не придется ничего докупать. Очень много стоят разных машин, где написано черви, приманки. Вот это вот здорово, прям. И вообще такая аура. Все ездят с лодками, люди перемещаются с удочками. Прям я реально попал в страну рыболовную какую-то. Это другой мир. Здесь вообще все по-другому. Главное, тепло. Рыбалка в Астрахани – это понятие растяжимое, потому что существует огромная территория, районы. Вот. Но я не захотел рыбачить там, где очень много людей стоят. Там. И решил посетить самое сердце Астрахани и самое сердце рыболовных мест. Это дельту Волги, а точнее раскатную часть. Вот. И приехал я в Камызяцкий район, село Порыгино. И отсюда у нас будет еще один небольшой такой скачок на место рыбалок. И я приехал к человеку, некоторые его знают с Астрахани, это Алискер. Всем привет. Вот, это не только рыболов, а промысловик. И он пообещал мне даже показать некоторые моменты по промыслу. А это кто? Это у нас пёс Тяпка. Тяпка. Так, чем мы куда поедем? Так, мы едем сейчас, наш план действий какой? Загрузить эту лодку полностью, абсолютно всеми нашими вещами, которые сейчас есть. Вот, полностью снарядить и поехать к нам домой, дом на воде. Так мы называем барка, а так это в принципе дом на воде, плавучий. И там жить будем? Там будем жить, да. Там полностью все условия, вот, и потом начнется наша история. Ага, понятно. Это все мы дальше покажем. В общем, перемещаться мы сейчас будем с огромным количеством моих вещей и продуктов, которые закупили, на вот такой штуке. Она как называется? Это лодка стеклопластиковая, астраханка 700-я. Вот, висит на ней болотоход. Вот. Это четырехтактный, типа... Да, это болотоход грязевой, в общем, воздушного охлаждения. Американец. Брик Стрэттон серии Vanguard, инжектор 40 лошадиных сил. Вот это тема. Вот. Мелеет каждым годом в Астрахани. Вот приходится брать такую технику, чтобы она нас не подводила. Ага. Так лодочные моторы, потому что водяного охлаждения, и они не выдерживают. Короче, это все самодельно или прям вот такое продается? Это заводское. Заводское, да? Ну, вот эта нога делается только здесь, производство.
в России. Че, Валдаль ты? Ребята, сразу видно, кто живет в Астрахани, да, по цвету кожи, а кто с Сибири приехал. Я надеюсь, буду уезжать таким же, да, как ты? Да, но только не красным, самое главное. Так, потихоньку я перегружаю. Вот один ларь уже вытащил. Сейчас вещи будем перегружать. Ну и лодку. Лодку мы будем накачивать уже там, где будет, ну, рядом с домом на воде. Вот. И поедем пока на штатной нашей лодке. А как у нее название есть как-нибудь? Астраханка. Астраханка, понял. И вот привез с Красноярска подарки. Это чищенные кедровые орехи. Представляешь, даже не надо грызть. Какой уровень. Вот. И батя передал мед с Поволжья. Вот, но мы немножко с собой еще там взяли для еды, а это оставим здесь сейчас. Вот тот подсачек, да, нормальный. Это рыбки. Отсюда, вот так вот рыбу. Отсюда рыбу. Только Отсюда рыбу, да. вы столько ловите, что надо вот этим выгружать рыбу. Да. А как? Не верится. Прекрасно. Здесь, короче, мы продукты положили, вот, яйца, воду. Вот сейчас перегружаем. Лодку чего мы сюда, да? Да, да, Ставим. Ну и вот мои эти термоконтейнеры. Села Нива такая, ва? Нива такое еще не испытывала. Не испытывала. Такое я первый раз. Задок сел, видишь? Да. Друзья, вы пока что можете написать в комментарии, для чего вот это вот устройство для ловли рыбы. Вот. Кто угадает, приз от меня. Лайк по комментариям. Алискер мне облегчил участь и сказал мотор не вести лодочный. И предложил свою пятнашку четырехтактную. Ямаха. Вот. Она с виду кажется не очень, но на самом деле мотор новый. Да, просто пошарпался. А свежий, да? Годовалый двигатель? Да, там уже можно открыть, там вообще ни один болтик не скрывался. Вот так вот. Вот так. А, вот, все, все. Всё. А, ну, тут... Как у меня дед говорит, муха не сидела. Да, вот эта проволока вторая у электрика бывает. А вот эту можно купить любому на базаре, нержавейка. Четверка, тройка. А, тут еще и смысл такой, что разная проволока специально. Да, вот эта каленка. А, нифига себе. Она не дает этому ломаться. Друг другу помогает. Ничего себе. Целая технология, казалось бы, вещь элементарная. Да, а люди все делают с одной проволоки, и когда бьют, вот здесь ломается. А, ну. Гнется туда. Туда-сюда, туда-сюда, ну. А это здесь, вот эта каленка не дает пружинить. И замотает, и будет стоять он. Все, друзья, снарядили мы лодку, завалили вещами, вот. И это мое путешествие будет еще интересно тем, что я связался с промысловиками, которые мне покажут местный вид добывания рыбы. Я думаю, будет эпично, интересно вам тоже увидеть огромное количество рыбы и каким интересным устройством происходит этот лов. Вот сразу скажу, что это все законно, все это на нормальных законных основаниях, согласно правил, этикету там и прочих всех нюансов. Я поэтому думаю, будет хорошо. Сейчас отправляемся вниз, переодеваюсь. Жарко, но ничего, хорошо. Здесь такой небольшой импровизированный пирс. Вот, ну, плиты просто положили, а так очень много грязи, глины. Я так понимаю, что низкий очень уровень воды еще в Астрахани. Но потихоньку вода прибывает, и рыба начинает движение, что важно. В общем, ювелирной точности спускаем в воду и двинем на море. Ну, легко. Да, необычно смотрится два двигателя, но это мой двигатель для лодки. А вот основной двигатель, как болтоход. Сейчас запускаем. Кстати, американский стоит что-то 400, что ли, тысяч, мне сказали, ё-моё. Ну, это до судного дня. О, вообще.
Четырехтактный, не надо никакого охлаждения. Ну, поехали. Сюда. Здесь будут сидеть. Да. Ага, все, понял. Значит, ноги сюда, правильно? Вот так. Опа. Ну, рыбаки. Короче, всюду царит такая рыболовная атмосфера. Один рыбак выехал, блин, полупьяный, блин, нас чуть не врезался. Вон еще поехали. Ну и все, наконец-то отправляемся, наконец на воде. Отправляемся на рыбалку. Ты стоя рулишь или садишься? Я могу и стоя, и руля. Как я сказал, и стоя, и руля. Да, стоя и сидя. Много, да, кто промыслом так занимается? Я сейчас в основном, да. Больше где на больше нигде. Все, маленькое. Вот там заканчивается. Так, в общем, начали мы движение, и чувствуется уже такой ветерок с моря конкретный. Нам идти около часа, но по пути у нас там пару мероприятий есть, вот, и прикольно так, конечно, чувствую себя на большой лодке более уверенно, в такую волну, нормально. Решили проверить пару секретов, то есть это вот эти вот ловушки, на которые ловят промысловики местные. Но их здесь просто огромное количество, а вы как по своим тряпочкам определяете, да? Кто к чем может, тем помещает. Блин, я еще ни одной рыбы не увидел, у меня эмоций столько, я столько птиц вообще не видел за всю жизнь, наверное. Цапли белые у нас вообще редкость. Ну, лебеди, серая цапля, уток куча всяких, вообще просто.
смысл промысла заключается в том, что... кстати, забыл сказать, что промыслом можно заниматься не везде в Астрахани, а от определенного места и сюда в сторону моря. Вот. Я так понимаю, что для рыболовов что-то оставалось, да? В общем, промысел не в ловле на сети, где рыба путается, а в лове в специальные вот эти вот ловушки, которые называются секрета. Да. Вот. Смысл какой? Ставятся крылья, рыба идет и начинает двигаться по этому крылу, то есть по стенке специальной сети, и заходят специальные бочки. У нас называются морды. Вентиля, можно называть. Вентиля, у всех по-разному. В общем, сейчас мы приехали просто проверить, есть ли рыба. Не маленькая такая штука. Это сколько вот диаметр? 80? 90. 90. О, я вижу рыбу уже. Есть лещ. Ё-моё. Вот. Лещ, домик. Ну, немного, да, Да, получается? немного. Это одну сторону. Ну, это одна сторона. Ага. В общем, мы Другие стороны. сейчас рыбу мы не будем доставать, потому что у нас лодка загруженная. Мы просто приехали проверить наличие рыбы. Вот. И вот так вот, в принципе, и происходит вся ловля. То есть проверка постоянная вот этих бочек или вентилей. Натягивать надо, да? Да, обязательно. Весь процесс завтра постараюсь подробно заснять, показать. Вот. Ну, здесь в округе находится огромное количество вот этих палок. То есть здесь большое количество промысловиков занимается вот, добыванием рыбных ресурсов. Вот. И прям вообще одни палки. Вот, смотрите, сколько птиц. Вот это все вот стоят вот эти вот секрета. Это тоже такая фигня. Лещ, Лодчонка. это рыб мало. Мало, да? Да. А сколько они стоят здесь уже? Неделю. Здесь вот еще правильно надо объезжать вот эти вот секрета, потому что это довольно-таки объемная такая ловушка. Вот, и сейчас еще там в одном месте проверим. Блин, ну птиц здесь вообще капец. Нет, здесь есть лещи. Что-то бьется. Что-то есть. Лещ. Лещ. Лещ, карась. И воблу вот это. Знаменитая астраханская вобла. Да. Не очень, да, много? Не очень. Ну как? Так же это, набираешь потихоньку. Потихоньку, да? Да, получается, И сколько штук у вас таких стоит? сейчас стоит здесь 20 штук стоит. Да. 20 штук. Так потихоньку набираешь за день. Ну вот, в общем, ребята вот так вот и занимаются семейным хобби, передающимся из поколения в поколение. И проверяют вот так вот поочередно одно за другим вот эти вот ловушки. И живут вот в домике, куда мы сейчас отправимся. Вот. Такой вот промысел. Так, Сомик вкусный. томики маленькие. Но это не проходной, да? Не, это прохладной. Это отпускать надо. Отпускать. Ну, короче, если вот эта бочка будет полная стоять, мы Ага. даже втроем ее не сможем поднять. Это сколько по весу получается? Ну, в одну бочку заходило 600 килограмм. Фига себе. В одну бочку. О, здесь тоже собака, да, бегает? Да. И кошка есть. Че? Кошка даже есть. И кошка есть? Да. Фига, тут вообще как дома у вас.
А это получается здесь русло, да, уже идет? Какое-то? Ну да. Глубина, да, тут? Да. Можно сразу кидать. Можно, да, отсюда ловить? Да. Никуда не надо ездить. Так, ну прибыли мы в место, где я буду жить в ближайшие, наверное, 7 дней. Вот, это вот такая вот домик на воде. Там сейчас покажем, как все обустроено, оборудовано. Лодку пока припарковали, будем сейчас вещи это выгружать, относить. Вот здесь и собака есть, и кошка, блин, вообще прям все есть для жизни. Продукты, генератор, слышу, работает. Дружок. О, он даже качается. Мы на месте. Короче, здесь и едите, и спите, и все это. Да. Все здесь. Ну, нормально вообще, все есть. Вон твое Класс. место. Вот здесь Вот то? что? Да. Класс в углу. Я смотрю, это тоже Япония. Подушка. Японию уважают, да, в Астрахани? Да. Короче, здесь вот умывальник, да, если что. Там внутри умывальник есть. Внутри есть тоже. Ага. Все, телефон, оказывается, забыл. А, давай. А это соседи, да, получается? Да, да. Так, а это вторая лодка уже для моря, да? Да, да. Для глубины. Да. Для волны. А, для волны? Да. Для промысла, для волны. Опускай. А, здесь газовые баллоны. Да, и вот атом стоит. А, Сейчас зажигается, нифига все себе. пошел систем. Работающий. Нормально. Что-то не надо морозить. В общем, рядом с нашим домиком на воде есть еще соседи. То есть это те же самые промысловики, которые также занимаются промыслом. И они вот выбрали такой вот участок. Здесь как бы, ну, земля с какой-то остров. Вот. И тоже здесь живут. Чуть попозже с ними познакомимся. Будем вместе здесь тусоваться. Завтра мы выходим на промысел, то есть на работу, как называют вот Алексей и его отец. Вот. Они коренные такие жители. Этот промысел у них как занятие передается по наследству. Вот. И вот сын вот, Алексей помогает отцу, в общем, в этом промысле зарабатывать деньги, так сказать, на проживание. Потому что работы особо нет в поселке, и вот занимается промыслом. И завтра я постараюсь показать весь этот процесс, всякие нюансы. Я думаю, будет интересно, а главное, много рыбы. Вот. Сейчас разгружаем нашу лодку и будем что, к вечеру готовиться. Так. Тут можно ползать. Да. Сразу. Что, первый спуск на воду готов. Повесили мотор. Сейчас буду постепенно банки ставить, сидушки, там всякие крепежи. Вот, настраиваем на мотор, чтобы все в порядке. Потому что лодку один раз я накачал и на весь отдых здесь в Астрахани. То есть надо сделать сразу нормально и все ок. Че, Алексей, как часы? Ямаха рулит? Ну, вообще, ну, ты как раз шепчет их. Вообще. Сколько она стояла? Такая техника должна работать, а не стоять. Так, в общем, мы решили проверить наш комплект. Да. Вот, я тут банки вставляю, сейчас крепление буду. Ты прокатимся немножко. Ну да, ну больше 160 не надо. Че, погнали? Главное, без резких движений. Так, ну что, лодку мы проверили, все нормально, отлично работает. Подобрали угол необходимый, потому что по максимуму 15 лошадей для этой лодки максимально.
Немножко задирало нос, но сейчас я загрузил вещами, канистрами, ящиками, удочками и стало нормально двигаться. Вокруг везде прыгает рыба, блин, так необычно, все плещется. Вот. Ну и лодка, вот она, готова. Вот, все, потихоньку загружаю ее. Айбулат наверху там занимается тоже, какие-то эти секрета проверяет. Мы сейчас запускаем генератор, у нас сейчас будет свет. Вот. Здесь у каждого домика генератор, смотрит, спутниковая тарелка даже стоит. А это что, интернет спутниковый или что? Это Нет, усилитель сигнала. Вот там, вот там. А это телевидение. НТВ плюс. Телевидение, нифига. Да. А это усилитель сотового, да? Да. Ну и также антенны поставим. Ага, На 20 каналов. понятно. Все ловит. Так, курица домашняя. Да. Он решили- подпевает ужин, короче. Поздний. Да, мы решили перекусить и ложиться спать завтра на работу, правильно? С утра в море поедем. Море. Надеюсь, там будут сазаны. Да? Что будет, то будет. В общем, покажем Андрею, как реально мужики живут здесь в море. Как говорят. Ну что, друзья, время 6 утра, лодки загудели вокруг, прям зашумело. Сейчас выйду, покажу вам природу, там птицы летают, кричат. В общем, мы уже завтракаем, готовимся к работе, к выдвижению на работу. Приготовили кашу, яички сварили, с собой немножко приготовили еды. Сейчас будем одеваться, собираться и двинем в путь. Из-за того, что вот брызги летят, да, поэтому надо вот что-то такое. Ну тоже как бы мокрая, я поднимаю бочку. Она вся мокрая. А, она вот, все стекает. течет, и это всё. Я бью по ней, грязь вся летит. Вот. И Да, сверху, облил всё. получается, еще куртка вот Куртка эта. будет, да. Тоже с языка. Это химзащита, а языка вон зеленый висит. Все, я оделся, со мной такая вот шапка астраханская. И идем на промысел. Что, друзья, вот такое вот утро. Птицы летают, солнышко встает. Фокус, фокус, вот, фокус. Рыба везде плещется, везде прям. Ужас какой-то просто. Едем на этой, да? Да, и на этой вот я. Понял. Она уже на обычном моторе. Так, все, мы отходим. Отчаливаем. Андрей, говорю, мы на Хонде сегодня. А, это охота, да? Не рыбалка. Хонда. А, на Хонде. Хонда рулит. Так вот со стороны домики наши выглядят. Собакин спит. Здесь секрета сушат. Все в секретах. Офигеть. Офигеть. Тысячи. О, здесь тоже ловушка, это, домик, да, стоит? Там тоже берег есть, да? Ну что, сколько нам ехать? Ну, ориентировочно где-то минут 40 или 50. Понял. Алискер, все по плану идет у нас, правильно?
Так, в общем, пока стоит бочки и крылья, они набиваются вот этим вот мусором. Это всякие водоросли мелкие. Вот у Рискера есть специальная вот эта вот палка, которую я показывал в начале видео, когда приехал. Вот с помощью нее вот отбивают как раз, да, бьют вот так по сетке, и она как бы, ну, слетает, эта вся ерунда лишняя, и в чистую сетку рыба лучше заходит. Так, а это мы забиваем, это ты натянул, да, получается? Ага, понял. Назад. Чтоб дальше работало. Ну. А там получается труба, да, у тебя? Получается. И ты забиваешь этот кол. Смотри, у нас теперь так дальше. Что я делаю? То есть полоска это не просто так, это все мерная, мерка идет. По поводу рыбы имею в виду. Вот, например, сом должен быть 60 сантиметров. А, ты знаешь, Вот. где сом у тебя, Да. а где какие? Вот сазан, здесь щука, судак, это лещ. Это ты по памяти просто, да? Да, это я помню, вот, допустим, лещ. 24 сантиметра должен быть, видишь. Вот А вверх. ты смотришь по началу хвоста, да? Как Вот до положено? сюда, до То есть, мяса. Ага. Вот, значит, он проходит, видишь? Ну. Спокойно. Да. Меньше нахрен отпускаем. И вот так вот у меня переборка идет, видишь? Маленькие отпускаем. Мелкие отпустили. Да. И так с каждой рыбой у меня. Ага. Мелкие само сразу отпускаем, смотри, они маленькие. А, ну, маленький, понял. Их сразу. Вот это хороший, да? Вот этот, ну тут будет он мерный, я вижу. Видишь, я же померил. О. Вот. Это сомик. Пузатый, видишь какой? Это икра, да? Это, ну, он Или либо... она нажрался, ты говорил, да, что он Так, ест? так. Тут телека, наверное, скорее всего. Видно, нет? Вот пузо такое у него. Вот, он проходной. Так, а это ты кидаешь, получается, в разные места, да, в разные емкости. То есть рыба сразу сортируется, чтобы потом легче сдавать было. Правильно понял? Да, все правильно. Короче, 70% рыбы мы в итоге отпустили. Да. Вот краснопер. Это тоже сюда. Да. Это гусера. Густерка. Вот хотя бы изучу рыбка, как Да. называется. Каждая ловушка содержит 2 бочки. А крыло оно одно, да? Крыло на одно, да. Ага. И вот выдергивает он, получается, вот этот кол, который он забивал. Подтаскивает. Вон там уже рыба какая-то. Самята. О, карась есть. Рыбалка пошла. Вот это клев. Вот это клево, да. Вот это я понимаю, когда клюет. Раз, и все, и можно домой ехать. Но основная смысл в чем, то, что сколько нас не было. Нас было, мы были на выходных, вот мы только приехали с выходных. Ага. И рыба вся живая, видите, в бочке. Она вся живая, вот она. О, это что такое? Это легендарная вобла наша. Смотри, какие размеры у нее. Нифига себе, вот это да. Вот, все за ней приезжают. Вот. То есть это не смесь, которую ты говоришь? Нет, вот это чисто? вобла, чистая Нифига вобла. себе, вот это Крупных да. размеров, видишь у нее? Глаз черный. Ага. Прям Да, вообще. да. Ай, обалдеть, вот это красота. А где мой провод? Пожалуйста, инструмент. Да, я без нее не могу. Так, а в этот момент Айбулат постоянно подруливает, постоянно да. куда-то что-то там, натяжку какую-то делает. Смотрите, сколько, вот, видите, грязь пошла, вот она. Вот он ее отбивает. Ага, еще вот так можно, да? О, я вижу сазанчик. Первый астраханский сазанчик. Вот, ребят, вобла астраханская. Настоящая. Ну и здоровая. Вообще. Это да. О, ребята, сазан, он непроходной, маленький получается. Отпускаем. Попробовал хватить. Ну, ты того не отпускай его. Не отпускать, да, его? Да. Он круглый. Ой, Проходной. как же его удержать? Вот так пускай. Ой.
Вот это проходной сомик. Так, а сколько сантиметров он должен быть? Должен минимум 60 быть. 50. Но здесь больше. Так. Вообще вот этой штуки называются кулаки. Видно? А, И он и не движется. Он спокойный такой. Да. Понял. Как ребенка Да, за кулак подушки. так, оп, и всё. Понял. Так. Ну это мелочь отпускам. Да? Мелких можешь поотпускать и все. Посмотрите. Вот это метка. Давай. Он маленький. Надо вот до сюда. Да, видишь, мяса не Ага. хватает. Понял, да. Все, его выкидываем. Ну, отпускать будешь? Не, кидай. Так, а ты кидаешь еще в сторону, чтобы он опять не попал, да? Да, конечно. Зачем он мне нужен? Ага. Пускай дальше плывет. И у тебя получается, дай посмотрю, вот этот крюк, да? Да, Которым ты ловишь вот эту вот буёк. Стреляю я вот так, оп. А, вот, ага, нашел. А, тут судак еще, видишь? О, судак попался. Это Ну, в он крыло, попал. получается, попался, да? Он? Он в крыло попался, да. Ну, это редкость, да, получается? В основном он идет и в бочку заходит. Да. Попал в Это крыло. какой-то шок-контент получается. Селедка, короче. Но она испорченная, да, получается? Она нормальная. Нормально? Фига себе, селедку поймали, ё-моё. Вот это селедка, держи. А, это вот это, нифига, да, она другая, не как в магазинах продается. Ну, она другая, да, немножко. Нормально же? Нормальная, да, селедка. Ребята, селедку поймали. Это по-любому я везение Андрюхи. А это, ребят, селедка астраханская. Очень редкая, кстати, рыба. Повезло нам. Немножко она начала уже портиться, но мы посмотрели жабры, нормально. Можно брать. Класс. Вот здесь тоже рыбаки работают. О, еще одна рыбка. О, Это у линь, нас линь. ё-моё, сегодня прям что-то... Это всегда такое разнообразие, да? Нет, какой? Ё-моё, какой рыбы только не поймали уже. Отопли. Прошло 10 минут. Это линек. Ух ты. Сазан. Да, хороший, да? Ох, рыжий. Наш сазанчик. Вот он. О, Это красавчик. вот это рыбалка. Вот это рыбалочка, да. Настоящий. Настоящий сазанчик, да. Это вам не сказки. Отпускаем. Так, тут еще пару судаков попалось. Красноперка. Это тоже проходной. Смотрите, щуки лежат. Семята маленькие. Плыви, расти. На 300 килограмм попадешь кому-нибудь. Икряные щуки. Кстати, очень ценятся, да, икряные у вас? Ну да. Это деликатес у нас здесь. Ага. И достаточно дорогой. Немножко непривычно стоять по колено в рыбе. Сазан это как раз таки правильный сазан. Это не карп. Это прям сазан. Длинный такой. Длинный, да, вытянутый, не горбатый. Ага. Вот самый то, что должно быть. Все запах. А, это все мелочь, да? Это мелочь, да. Фига себе. Короче, в основном-то на отпуск, да? В основном все выкидываем, да. Вся лодка это сплошное такое корыто, которое разделено на части. И в определенные вот эти вот емкости мы заполняем разную разносортную рыбу. То есть идет сразу распределение, чтобы потом сдавать было проще ее. Вот. Ну, мелкая подпускается, понятно. Вот, лещи здесь. Подо мной сейчас селедка с воблой, блин. А впереди самое интересное, самые сазаны. Так, по поводу селедки хочется сразу сказать, что квоты нет на нее вот у промысловиков. Но так как она попалась уже, ну, в сети и в таком состоянии находится,
Поэтому приходится как бы ее брать. Вот. А так, конечно, она подлежит отпуску. Вот, большое. Опять линь, сазан. Вот сом так сом, блин. О. Сазанчики, мне кажется, нормальные. Мне кажется, нормально. Кстати, хорошие. Ну давайте мерить. Давай. Смотри. Вот по эту, да? Да, Сазан? 40. Да, однозначно. Вот такой мало. Однозначно. Ну 40 наверное, весь. Вот Даже больше. 50. Это тоже. Что опять тухло много. Сейчас проверяем вот, крыло, идем вдоль крыла, ее очищаем. И доходим вот к просветлению. Идут вот две бочки. Одна сюда, а одна пошла сюда. Сейчас будем поднимать. А вообще это двойки. Есть еще трояк, так называемый. То есть ставится еще третья вот здесь бочка. Основная. Ровно 60. Получается, пока мы перемещаемся с одной бочки на другую, вот Айбулат пока перетаскивает нас, вот, в это время Кер как раз и сортирует рыбу, отпускает мелкую. То есть это нормально для работы, да, весит? Приятное, Но если сильнее будет, тоже работать будете? можно, да? Можно, да? Можно заработать. Ну да. Вот судачок. Сазан. Таких бы на удочку половить. А что-то мне говорили, что на раскатах мелкий сазан, якобы. Ну они вот Он правда такой говорят, не- что он мелкий. А, это типа мелкий? Мелкий, да. То есть Самое то для ухи это такой размер. да. Лещ. Шершавый, с молоками. Малыш. А у щуки какой размер, где здесь? Щука должна быть только 37. Какая острая. Мелочь. Десяточка, наверное, да. Ой, ребят, вот такой сом. Пчелу брать. О. Что, друзья, вот такой вот сом попался. Блин, десятка тут, наверное. Ё-моё. Вот такой
такого бы на удочку поймать. Ух. О, ребята. Вот это морда. Уверен, что будут комментарии не совсем доброжелательные насчет того, что там браконьерство и прочее. В общем, это официальный промысел. С лицензиями, с разрешениями, по всем квотам, нормам. Вы видите, как мы отмеряем, чтобы мелкая рыба тоже не попадалась, отпускаем все. Вот. И кто плохо тоже относится к промысловикам, я хочу задать вопрос: а где брать рыбу бабушкам и людям, там, которые не рыбачат сами? Вот. Они покупают это на рынке. Рынок кто-то должен обеспечивать. В данном случае вот рынки многих городов России обеспечивает как раз астраханский промысел. Вот. То есть задумайтесь, эта вся рыба идет гражданам обычным, вот, и обеспечивает, как бы сказать, продукцией. Ветер как будто сильнее, да, становится? Он должен усилиться, да? Да, здесь попадаются? Да. ЧП, да, у нас непредвиденное. Отпускаем. Короче, сломалась у нас вот эта палка основная для работы. И работа на этом закончилась. Попытались искать, нифига. Зачерпнули? Вот. А без этого инструмента никак, да? Так, в общем, сломался у нас главный инструмент, которым мы доставали, ну, ловили вот эти вот, получается, жаки, секрета, и которыми забивали арматуры. Вот, эта железка отвалилась, и, к сожалению, у нас работа закончена. Вот, к сожалению, вот такие вот нюансы тоже присутствуют, но ничего, поедем. Вот, Айбулат немножко черпанул, пытался искать эту железку на дне, немножко черпанул, набрал воды, блин, и вот пока не замерзли, надо сейчас возвращаться. Поехали. Сколько килограмм? Хороший. Что, сможем сделать, да? Да, сделаем. А там гвоздь надо еще. В общем, друзья, нам помогли тут еще одни рыболовы, промысловики, помогли нам, дали запасную вот эту железку. А как она называется, эта железка? Набойник. Набойник, которым как раз забивать арматуру и устанавливать, ну, вот эти вот сети. Вот. Так что повезло. Здесь напрямую заработок весь зависит не только, получается, от рыбы, от ее хода, количества и работы, там, допустим, как ты правильно там все это выставляешь, но и вот от таких нюансов и взаимопомощи.
такого не было, да, раньше у вас? Случая? Не было там. Такие вот линьки попадаются еще. Смотрите. О, линь так линь. Килограмм, наверное, с лишним. Это еще маленький. Вот эта штука называется набойник. Так, ну что, мы снова в деле. Снова приехали на то место, где мы закончили ловить. Ураган, ветер. Пипец. Ну что, ребята, когда-нибудь видели густерку грамм на 800? Ну ладно, пусть 700. Обалдеть просто. Вот это настоящая густера. Но такой крупный я еще не видел. Тяжело управлять, да? Вот так вот натягиваешь, да, просто ее? И упираешь в дно и включишь, да? Ну, тут еще надо перпендикулярно крылу, да, стараться? О, жесть, вообще. Это сколько за раз килограмм примерно? 15, да? 20. Здесь получается, ты когда выкидываешь, она открывается, да? Да. А когда ставишь, она затягивается. Да. А, там все в воде, да? Один можно утонуть. Ну, понятно. Ё-моё, нифига там воды. Это да. Короче, шторм конкретный. Корму всю заливает, работать невозможно. И решаем, в общем, остановиться, иначе, блин, можно утонуть, потому что лодка наполняется, получается, рыбой, наполняется водой, блин, она вот так вот болтает, и ветер все усиливается, усиливается. Поэтому решили как бы поехать. А это вот я себе на засолку набрал густерки, селедки, что-то тут еще. Ну, в основном густера. Она, говорят, очень вкусная, очень ценится. Так, у нас небольшая дозаправка. Закончился бензин. Ну, не закончился, а уже почти заканчивался. И мы вот на меляке вышли. Я вот стою тут по щиколотку воды. Вот это море называется. Вот здесь уже волны поменьше, потому что меляки пошли. Птиц куча. Вообще красота. Сколько килограмм примерно поймали?
Сколько килограмм поймали мы? Малый. Килограмм 200 где-то. 200 килограмм. Такую рыбу вас не можно поймать на удочку. За то же самое время. Карасик лежит. Это самая крупная рыба у нас на сегодняшний улов. Саменок. Десятка, да? Побольше. Ну, где-то десятка, да. Да, сейчас его. Сомик. Красный. Кидай сюда, вот. Так, вот такие сазаны попадались. Мы сейчас, кстати, замерим. У нас у Алексея есть весы. Да. Ну, вот такие вот они. Ну, я думаю, где-то около 5 килограмм они есть. Может, 5 где-то 4. Но это пятерка 100%. Тяжело держать. Может сюда кидать, Алексей? Давай. Прямо вот Окей. сюда. Это основной улов. Желтый сом, Желтеет, кстати. Он жирный. все желтее и желтее становится. Да. Это Андрей сом, короче. Красноярский. 5300. 5300, да? Ну, я говорю, пятерки. Ну 5300, вот это если 5300, то сом больше, наверное. Сом, он просто как бы хвост, ничего не видит, видать. Может быть, да. Чтобы не писали в комментариях, что тут 4 килограмма. Вот это уже Вот, реальный да. вес. 10 килограмм ровно. Ну, нифига у меня глаз алмаз. Десятка. 10 200. Нормально. Цена его сколько получается? Он стоит 300 рублей. Бесплатно работаем, получается, да? Морской узел какой-то. Вот взял, вот, с минуты взял же. Так. Потом вверх, сверху берешь и, Да, да. и все. Я вроде так же делал, нет? Ну, это... Картошка. Пойдешь? Офигеть, нифига тут рыба, ё-моё. А это что ли? Да, подводный нет, это... Прибыли мы к домику, вот сейчас переодеваемся, сушимся, вот, и на этом вот промысловая рыбалка как бы закончена серия. А следующая серия, следующее видео, вы увидите как раз обычную рыбалку, где я поеду уже ловить на обычной снасти, хотя здесь ловится и руками. Сейчас, в принципе, я вам покажу. Ух, нифига. Нормально. Вот сам попробовал, смотри. Нафига я удочки брал? Ух, ничего себе. Смотри, какие. Хорошая. Короче, удочек не надо сюда. Я смотри, руками, прям руки делаешь, только не бояться не надо. Они прям сами в руки лезут, да? Да, лезут они сами. Ты не бойся, ты ниже отпускай. На. Да я боюсь, что тут сазаны сейчас начнут. Ничего не будет кусать, на. Ай-яй-яй, нифига кусает. На, возьми. Держи вот так, не, вот так. Вот так? Ниже, делай, ниже. Вот так. Сейчас они сами подплывут. Не бойся. И выбирай, какую Они хочешь. прям меня кусают, блин. Не, ничего страшного. Ай-я. Выбирай большую, выбирай Сейчас большую. выберем самую крупную. Чуть ниже опускай руку, еще глубже. Блин, они меня утаскивают куда-то.
Лови, лови. Да я пока не могу крупную вот так. Блин, ты поймаешь сейчас сколько. Ниже они Вот крупные. это Астрахань, да? Ниже крупные. ходят. Ниже я боюсь, что оторвут руку и там просто. Не оторвет. Вот сейчас он без подкормки может вот так вот. Да? Они уже сами лезут туда. Нафига удочки вез такую даль? Блин, хорошая. Блин, я не поймаю, это здорово. Что-то. Крупно не хитрые, блин. Что-то никак не... Да я вот все. Ну, поймал же, отпустил. Крупную поймал же. Пойду я раздеваться. Вот она прям мне прям мизинец весь заглотила. Так, один из ларей у меня использован для насадок, прикормок. Я здесь опарышей красных, белых купил. Вот, здесь хладоэлементы стояли. Ну, сейчас они уже подтаяли. Вот, и червей взял около килограмма. Дендробена. Спасибо Антону Мальцеву, который помог мне с этим делом. Вот, сейчас я небольшими партиями, получается, перекладываю вот сюда, вот, в такой вот ведерко. И собираюсь на рыбалку. Раскир, у нас какой-то повар здесь, да, присутствует в нашей компании? Кок. Кок. Да. И он, получается, готовит, а другие не парятся, да? Да, мы приехали с работы и уже не думаем о том, что приготовить, не приготовить. Приехали, все готово, поели и легли спать. Ну, в данном случае, получается, это просто как бы уху, да, сделали? Из Да. сазана, картошечки. Без бульона тут просто так наложили. Вот, чисто рыба, картошечка и все. А бульон потом, если захотеть, можно налить себе. Да, в этом котлета. В общем, все по-простому, ну, главное, что, сытно, вкусно и... Сейчас Андрей первый раз попробует Он и сазана. котлеты, все делает, все делает. Да? И жарит, и парит. Ага. Что захочется. Я даже курицу отнес. Да, сазан вообще просто нежнейшее мясо. Смотрите, белоснежное, сочное. Ну, я не знаю, это... Не знаю, как передать на видео, но С помидорчиком. очень вкусно, очень вкусно. Сейчас мы еще зелень наложим, и вообще хорошо. Икра есть, кстати, да? Да. А это тоже, Тоже сазановая. сазановая? Да. Так, в общем, густерка у нас здесь и вобла. Вот такая воблятина, да? У вас так не называют? Воблить, да, воблить. Вот, в общем, я насыпал на дно соль и начинаю подсаливать. Это воблу, которую я увезу с собой. Также у нас есть вот такая вот густерка здесь очень вкусная. Это, может быть, даже бара уже крупная. Бара? Называется у вас. Понял. Ну, я скоро по-казахски начну разговаривать здесь через пару Нет, дней. это не по-казахски бара. А, не Вот она, смотри. Вот это бара. Видите, какой размер? Подожди, мы, видишь, не Не посадили. просто имею в виду сюда кладу. А, понял. Вот это бара. Получается здоровая Да, здоровая густера, это бара называется. Вот густерка, так густерка. Да. Как лещ прям. Так, в общем, засыпаем Засыпай. слой. Так вот. Еще, смотри. Так, закрой ее. Голову особенно. И жабры. Все. И перпендикулярно, да, теперь? Да, вот, так. Офигеть. Две положил, дно закрыл. Да. Слой. Слой. Все, не надо. Не надо? Засыпай прям. Вот этот слой засыпай хорошенько. Мясо тут мощное, вот, толстое, и ну, чтобы хорошо оно просолилось. Так что соли не жалеем. Все? Соль сыпь еще. А куда уже заканчивается соль? Ну что, сейчас принесу еще я. Не надо много. Засыпай вот Да так. куда Ничего немного. Я тебе говорю. Вот так. Видишь, у нас здесь пустоты есть. Это все надо заполнить солью, чтобы было здесь. Все пустоты тут, по краям. Понял. Вот так и должно быть. И еще. Все дальше. Так как Лискер с отцом здесь уже давно рыбачит, вот, они с прошлого раза набрали себе воблы, вот, и засолили. Он меня чуть позже научит правильному засолу, точнее правильно, как сделать вот этот вот рассол для засола. Вот, а сейчас мы одну из партий будем промывать вот, перед тем, как высушить. Вот. Сейчас покажем. Поехали. Поехали, да. Друзья, смотрите.
Здесь у нас засолена вобла. Вот она. Вобла разных размеров там абсолютно. И густера здесь есть тоже. Вот. Все, она под медом уже побыла достаточно хорошего времени. Сколько нужно подсаливать вообще? Так вот. Советы твои. Давай. Ну, 3 дня пускай она стоит в соли. Вот. Потом, как только появится сок, вот, уже надо ставить гнет. Побольше прям вес, чтобы она прям прижала ее. Под медом еще дня 3 пускай постоит, 2. Вот, и это уже нормально. Но обязательно должно быть прохладное место. Обязательно. Прохладное место, чтобы там не попадало солнце. Вот, чтобы рыба не протухла, а именно провялилась. Вот, эта рыба именно хорошо провялилась, видите, она прям помятая. Самое то. Вот. Сейчас что я буду делать? У нас есть такое приспособление, называется кутец. Как? Кутец. Кутец. Да. Я его так одену. И опрокинем, да? И сюда я прокину. Сюда всю воблу. И соль тоже туда. И потом буду потихоньку промывать. Промываем, получается, прямо в реке. Соль полезна для природы. И ты начинаешь как бы туда-сюда полоскать. Да? Я промою на соль, а потом будем каждую рыбку мыть. Вот у нас вобла есть абсолютно разных размеров. Вот бара, например. Бара? Да, как у тебя вот. Ну, то есть Вобла. густера. Да. Ну, густера А это большого вобла вот эта размера. вот здоровая? Это вобла все. Нифига себе, брат. Люди, не удивляйтесь, да, я просто попал на раздачу воблу и просто она пошла такая крупная, я был в этот момент, я бы наловил ее. Здесь вот это вобла. Вот. О таких только мечтают, это размеры эксклюзив, люкс, бриллиант, как можно сказать, все самое лучшее, в общем. Вот. Остается теперь нужно будет ее промыть от этой слизи вот так вот, чтобы эта слизь вся сошла. Потому что видите, вот это белое, это все слизь. Вот натуральный цвет самой рыбы. Все это мы должны хорошенько прям промыть. Нифига себе, не знал. Потом отмочить. Ложить в воду. Вот здесь у нас течение проходит. Мы кинем где-то на час-полтора. Ну, уже 2 часа она отмочится. И все, и потом можно вывешивать. И уже вялить. Понял. Все. Вот и весь секрет. Самый главный секрет это, чтобы было, когда вы солите, была прохлада и хороший гнет. Друзья, вот здесь есть как раз возможность показать вам, как устроен этот трояк, так называемый, или секрет. Вот, они бывают с 3 бочками, либо с 2. Лискеры отец, дядя Булат, то они используют двойные. Вот. Здесь как раз происходит сейчас сушка, и я покажу, как он устроен. Река, либо какой-то протока. И вот она перекрывается вот этим крылом, так называемым. То есть это тоже сетка из нитки, и она перекрывает проход рыбе. Вот. Торчит кол. Рыба тыкается и пытается, ей нужно же пройти, и пытается пройти. У нее это, конечно же, не получается. И рано или поздно, ну здесь, понятно, она немножко замотана, но это из-за ветра, видимо, запуталась. И она тыкается и подходит, забыл, как это место называется. Но, в общем, заходит вот сюда, в главную ловушку. То есть здесь большой вход такой, она заходит туда свободно. Вот. И дальше ей практически деться уже некуда. То есть она идет либо в основную бочку вот туда, либо уходит влево-вправо вот в эти бочки. Каждая из бочек уже содержит вот такие вот конусообразные входы, и пройдя через которые уже рыба назад не может выскочить. Если вот здесь вот есть какая-то малая доля вероятности, что рыба как-то развернется и пойдет обратно, то вот здесь вероятности этой нет. И рыба остается в этой бочке. Эта бочка стянута вот здесь вот, получается, вот этой арматурой. Это арматура, которая забивается, видели, да, как они забивают этот кол. Вот. Чтобы рыбу достать, достаточно его вытащить
Вот здесь вот расслабляется вот эта стяжка, и тем самым можно рыбу вытряхнуть очень быстро, прям за какие-то доли секунды. И вторая сторона то же самое. То есть вот, получается, главная и одна бочка, вторая. У Алекскера и его отца, у него установлена здесь обманка, так называемая. То есть здесь нет бочки. Здесь просто идет вход, и рыба все равно уходит влево или вправо. Это просто удобнее ставить. Вот. С этой стороны крыло то же самое используется. То есть рыба оттуда шла, и отсюда, если она пойдет, она также будет тыкаться здесь в крыло и идти. Видите, здесь две. И здесь вход есть, и с той стороны вход есть. Вот в главное, блин, как же это называется? Сейчас забываю. И все, и рыба скапливается. Ну вот, мужики здесь сушат. Один, второй, там третий. В общем, сушка обязательно. Вот. Когда тина нарастает, не очень рыба в них идет, в эти ловушки. Так, друзья, сейчас покажу, как внутри выглядит барка. Рядом стоят тут аналогичные, но они побольше вместительности. И сверху, вы видите, стоят, ну, лежат секрета, которые они сами изготавливают и продают. В описании даже оставлю ссылку для тех, кому интересно, может, кто занимается промыслом. Вот. И заходим внутрь. Значит, она на плаву, на бочках. Вокруг по периметру вот такие вот деревяшки, чтобы ходить вокруг них. И пластиковые окна стоят. Здесь металлом черепица оббита. Стоит умывальник. Рыбы солятся. Вот. Рыба солится. Здесь холодильник под продукты. Старый просто холодильник, забитый льдом, и как бы продукты, поэтому хорошо здесь сохраняется. Газовые баллоны. Соответственно, здесь газовое отопление, газовая плитка. Вот внутри. Заходим. Начинаем слева направо. Значит, умывальник стоит, хотя один умывальник там, но это здесь, внутри. Работает телевизор. Для этого достаточно включить генератор, который вот здесь находится. Спрятан сейчас от дождя. Часы. Отбито это все, как она называется, фанерой. Зеркало присутствует. И стол. Стол, на котором кушаешь. Есть посуда, там посуда и так далее. И раз, два, три, 4 спальных места. В данном случае верхнюю полку заняли под какие-то там вещи, принадлежности и прочее. Вот. Ну, то есть нормально вообще. И вот здесь газовый котел стоит. Вот он. Вот. И, соответственно, здесь дальше идет труба. И все это обогревается. То есть даже в холодные февральские дни они выезжают и пользуются. Здесь ящик с продуктами. Обычно это консервы, тушенка там и прочее. Вот. Кровати просто сделаны из дерева. То есть, ну, из деревяшек. Вот здесь фанеры, чтобы, видимо, матрас не съезжал. И даже второй этаж просто. Ну, я так попробовал довольно-таки крепко. Нормально. Здесь тоже пластиковые окна. И вон там секрета. Спится здесь очень хорошо, потому что свежий воздух. И главное, что еще тебя качает. Лодка проедет, так это все. Ну и просто волна, если. Вообще классно. Комфортно, тепло. У нас здесь немного, а вот соседние барки там по 7 человек живут. Ну, в том числе и повар. Не успеваю на 2 удочки. Тут что-то непонятно чего.